Всем привет, с вами Дэн, и как вы знаете, у Спиннакера есть большое количество очень интересных, классных, ярких лимиток в честь легендарного мультсериала «Спанч Боб. Квадратные штаны». Ну и вот здесь прям выдающаяся, как мне кажется, лимитка. Их сразу 4 версии, я их все сегодня вам покажу. Ну и давайте одну из моделей открывать, смотреть, чего там внутри. А внутри там, конечно же, хо-хо-хо, мультяшно, но при этом очень симпатично. В каждом комплекте дополнительный каучуковый ремешок, инструмент для замены ремешка, ну и, конечно же, часы. Вот в базе идет рисовый браслет. Распаковываем и продолжаем. Ну и, как видите, целых 4 разных варианта моделей, которые посвящены 4 основным героям мультсериала. То, что я вам открывал, здесь у нас синий-красный такой цвет, Пепси, да, и здесь Мистер Краб. Мистер Краб. Дальше версия, собственно, Спанч Боб, желтый вариант, желто-серый, ну, в цветах Спанч Боба. И еще 2 версии, и, как видите, эти версии у нас зеленая версия в честь Сквидварда, зеленая, и в честь Патрика, морской звезды, у нас версия такого светло-зеленого и тоже красного. Для всех героев, всех основных героев здесь есть варианты. Ну и что касается характеристик, давайте сразу по ним пройдемся. Как вы понимаете, здесь 4 стрелки, а значит, это версия GMT. Ну, собственно, почему бы у морских обитателей не было разных часовых поясов, поэтому им, конечно же, это потребуется, да? То есть у нас есть часовая стрелка, минутная стрелка, секундная стрелка и стрелка GMT в каждой из версий сделана по-своему. Ну, понятное дело, у мистера Крабса здесь такой знак доллара, у Спанч Боба его ладошка, забавно сделано, у Сквидварда его дудка, ну и, собственно, у звезды, сейчас мы вам покажем. Так, давайте. Здесь, кстати, заводная головка завинчивается. Она в отметке 4 часа. Поехали. И здесь звезда. Здесь звезда. Ну и дата в отметке 3 часа. Выделена цветом под цвет безеля. И еще есть у нас головка у отметки 2 часа, которая отвечает за внутренний безель. И он объемный. Посмотрите, сколько здесь объема, сколько здесь глубины. Интересное решение. Раньше такие я не встречал. Возможно, кто-то еще делал такие безели, но это шикарно. Посмотрите, да, объемные цифры, покрытые люминофором. Прям чувствуется, вот хочется их взять такие, да, вот сколько много здесь сделали объема. Это, конечно, потрясающе. Очень интересное решение. Ну, Спиннакер вообще один из тех брендов, он по большому счету уже даже и не микробренд, потому что объемы производства, количество моделей, представленность в разных странах, ну просто великолепная. И Спиннакер может позволить себе быть пионером во многих решениях, он может позволить себе вот такие коллаборации, да, серьезные, постоянные, год за годом, в которых прямо участвуют герои. Посмотрите, кстати, здесь помимо того, что у нас стрелка GMT везде разная, да, под героя заточена, есть еще на циферблате вот такой рисунок в нижней части циферблата. Здесь у Патрика это его профиль, улыбка, у Сквидварда тоже глаза, получается. Ну, собственно, у каждого героя что-то из его внешности, да, что с ним ассоциируется. Окошко даты везде разное. И это, знаете, для чего, как мне кажется, сделано? Во-первых, конечно, это прикольно. То есть по каждому герою у нас есть свои цвета, у нас есть свои фишки. И этих фишек большое количество. То есть, ну, как бывают ленивые лимитки, когда на задней крышке сделают гравировочку, ну, может быть, еще там напишут, что это там 300 штук. Но вот здесь сделано все. Здесь сделано цвета, здесь сделана дата, здесь циферблат, здесь стрелки. Все продумано, везде есть фишки. Вот мне кажется, лимитки и вот такие модели, посвященные героям, они должны выглядеть именно вот так. И, конечно же, классно делает Спиннакер реализацию таких моделей. Что у нас по задней крышке? На задней крышке основные 4 героя как раз, да, на роторе. Внутри у нас сеечка стоит. Водозащита, кстати, здесь интересная, 180 метров или 18 атмосфер.
Быстрая замена есть по браслету, поэтому ремешки, которые в комплекте, можно будет быстро поменять. Опять же, на каждой из головок, здесь головка, отвечающая на внутренний безель, и головка под завода, здесь свой цвет в каждой модели. Она такая же, как цвет безеля. Это тоже новая фишка, я таких фишек раньше не встречал, и, как мне кажется, это именно фишка Спиннакера. Ну, скоро другие бренды будут копировать, да, как мы знаем, даже большие ведущие швейцарские бренды уже копируют идеи от микробрендов, но микробренды в данном случае идут впереди. И давайте по характеристикам закончим размерами. 42 мм у нас по диаметру, высота, здесь высокий корпус, 15,5, ну еще стекло выступает примерно на 1 мм. По браслету 20 мм, так что можно будет ставить и сторонние ремешки, хотя здесь в базе браслет, здесь в базе ремешок, поэтому в принципе все нужно есть. 49 от ушка до ушка. На моем запястье 18,5 см в обхвате, вполне себе аккуратно выглядит эта модель. Она должна привлекать внимание, она должна быть достаточно крупной, и эта модель достаточно крупная, здесь длинные ушки, они широкие, такие мощные, маскулинные, и браслет. Очень сложный браслет, хорошо проработанный, Спиннакер любит такие браслеты, крайние звенья сатинированные, такие прямоугольные, и центральные звенья у нас рисовые, с зеркальной полировкой. Нигде ничего не топорщится, удобный, аккуратный браслет на запястье, ну и головки, они в разные стороны смотрят, поэтому они тоже запястью не мешают. Хорошо, приятно сделано. В плане читаемости здесь все шикарно, лапу видно, две стрелки, все хорошо. Ну и давайте посмотрим, что у нас по браслету про запас. Во-первых, сантиметрика 3 здесь про запас есть, это первое. А второе, в каждой из версий есть еще и возможность для дайверского расширения где-то на 1,5 сантиметра. Ну и плюс можно подстроить застежку под себя. Что касается веса, давайте сразу посмотрим. На полном браслете, что у нас получается, это не легкие часы, они такие приятные, будут чувствоваться на запястье, мне такой вариант нравится. 164 грамма, ну, чуточку поменьше будет. Спасибо Best Watch за то, что они дали эти часы мне вам показать на обзоре, потому что действительно редкая версия, да еще и все сразу 4 варианта, это, конечно, классно. Ссылки на все эти модели я оставлю в описании к ролику, ну, там же можете посмотреть и цены. Вот они, да, у нас головки с разными цветами, сатинирование по корпусу, циферблат объемный, циферблат интересный, циферблат красивый и разноцветный. И здесь, как мы уже с вами говорили, довольно много интересных отсылок к самому сериалу. Ну и задняя крышка, здесь ротор кастомный, который встречался уже в других лимитках, посвященных Спанч Бобу. Обязательно, кстати, напишите, какая из лимиток и какая из вот этих 4 версий вам нравится больше, будет интересно. Ну и что по итогам? Знаете, всегда лимитки, которые посвящены каким-то героям, каким-то фильмам, мультфильмам, они специфические, потому что они нравятся определенному кругу покупателей. И это здорово, потому что микробренды стараются действовать на определенную нишу, на определенную аудиторию, дойти к этой аудитории с тем продуктом, теми часами, которые будут приятной этой аудитории, которая ей понравится, и она ее будет носить. И мне кажется, это здорово, потому что здесь реально такие персонифицированные модели. Они разные, они классные, они яркие, они запоминаются, они очень приятно, такие с душой проработанные, качественно исполненные, но при этом это вполне себе повседневная модель. Вы можете ее носить хоть каждый день. Здесь отличные характеристики, здесь высокое качество исполнения, ну и здесь в конечном итоге отличная читаемость. Как мне кажется, интересная линейка, интересно именно вот этот выпуск. На мой взгляд, самая такая яркая, что ли, модель — это Мистер Краб. Эти часы я как раз вам в самом начале показывал. Мне, наверное, понравилось больше. Ну, возможно, у вас будет другое мнение, поэтому обязательно напишите в комментарии. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Конечно же, увидимся.